Добро пожаловать на мой канал, посвященный обзору и ремонту аудиоустройств. Сегодняшний обзор будет посвящен радиоле GVC MF55LS и ее ремонту. Обслуживание данного устройства отняло у меня много времени. Единственный блок, который не потребовал вмешательств, это селектор входов, совмещен с регулятором тембров. Обычно я начинаю ремонтировать радиолы с винилового проигрывателя, поэтому от традиции отходить не будем. Виниловый проигрыватель в данном случае это полный автомат с пасековым приводом. Резинка, конечно же, отсутствовала и подошла новая размером 305 мм в двойном сложении. Смазка в подшипнике скольжения засохла полностью. Извлечь подшипник можно только сняв нейлоновый диск автоматики. Откручиваем несколько винтов и достаем подшипник. Далее извлекаем стопорной винт и достаем ось. Вытираем все, что можно, спиртосодержащим раствором. Согласно инструкции, для смазки опорного подшипника необходимо использовать обычное машинное масло для бытовых нужд. Смазываем и вытираем излишки. Нейлоновое кольцо автоматики вытираем от остатков старой смазки. Согласно инструкции, для его смазки необходимо использовать силиконовые смазки с густой консистенцией. Я же использовал отечественный Циатин 221F. Самое главное не использовать литиевые смазки, приводящие к разрушению пластика. Прикручиваем на место опорный подшипник и кольцо автоматики. Одеваем алюминиевый диск и проверяем работу автоматики. На следующий день я попробовал запустить виниловый проигрыватель от сети, но он не смог выйти на необходимые обороты. Было сделано предположение, что виновником неисправности является микропереключатель.
Мультиметр показал, что сопротивление замкнутого контакта сильно отличается от нуля. Особенностью данного микропереключателя и старых изделий в целом является возможность их разборки для обслуживания или ремонта. Снимаем шкуркой с мелкой зернистостью нагар и проверяем наличие контакта. Мотор с питающим напряжением 12 вольт установлен на отдельной раме, которая задемпфирована посредством резиновых подвесов. Здесь же имеется плата с регулировочными переменными резисторами. Устанавливаем обороты с проверкой посредством стробоскопического диска с неоновой лампой или посредством смартфона. Конечно же, смартфон не является средством измерений, но вполне достаточно для данной операции. В демозаписи, вероятно, вы заметили, что звук в одном канале с какой-то хрипотцой. В поисках неисправности была обновлена пайка на всей плате конечного усилителя. Была проверена целостность всех дорожек и распаянных элементов. Увы, источником возбуждения являлась усилительная микросборка Sanyo STK-058. На радиорынке по глупости была приобретена китайская подделка, но она, конечно, нормально не работала и хорошо, что ничего не спалила. В итоге я пришел к решению установки усилительной сборки LM3886 в изолированном корпусе. Установка прошла успешно. В цепи заглушения выходных каскадов Mute установлено сопротивление в 47 кОм. В перечне желаемых работ была также озвучена замена сетевого провода. Вероятно, устройство предназначалось для иного региона с иной вилкой и не очень легальным путем оказалось у предыдущего владельца. Родной силовой кабель был откушен, вместо него припаян другой кабель и замотан вечной синей изолентой. Извлечение корпусного фиксатора и перепайка кабеля стоило значительных физических усилий. В силу замены сетевого провода дополнительно была выполнена профилактика сетевого выключателя. У кассетного модуля все пасеки одубели, а при включении воспроизведения в колонках было слышно возбуждение.
Ролик, вероятно, мог выполнять свои функции, но 2 раза разбирать не хотелось. Размер ролика стандартный, их много на всем известном ресурсе. Смазка в механизме демпфирования кассеты приемника тоже высохла. Разбираем механизм и меняем демпфирующую жидкость. Ранее я уже упоминал, что имелось возбуждение в одном из каналов. Особенность была в том, что если на выключенном устройстве много раз попереключать записи воспроизведения, то можно было поймать рабочий вариант, хоть и немного тихий. Если посмотреть на схему, то колебательный контур головки воспроизведения подключается к усилительным каскадам через селектор S201 в левом канале и S202 в правом канале. Сопротивление головки было примерно 250 Ом. В то же время мультиметр внезапно показал сопротивление на контактах селектора от нескольких десятков Ом до сотен кОм. В связи с этим выпаиваем селектор, разбираем, чистим направляющие контакты ластиком, а ползунки с бумагой. Состояние универсальной головки было весьма спорным. Отмыть чем-нибудь у меня не получилось. Опыта шлифовки у меня еще нет, поэтому была выполнена замена на новую. Если вы тоже надумаете заказывать эти головки в Китае, то заказывайте сразу несколько штук. Отмечу, что отверстие в корпусе для регулировки азимута головки на ходу, увы, отсутствует. Регулировать можно только с вытащенной кассетой. Наконец, после замены всего, что только можно, кассетник наконец-то заработал. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Низкой вам детонации, высоких децибелов, сигнал шум.